Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про прилагательные и предложный падеж в учебнике Сорока. Начнем с определений. Что такое прилагательное? Прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос, главным образом, какой. Я предлагаю для начала, чтобы понять, насколько это важная часть речи, прилагательное, я предлагаю вам небольшое упражнение. Это упражнение я нашла в книге, автор Вячеслав Лейкин, и книга называется «Всегда по четвергам». Давайте я вам прочитаю. Женщина, идущая навстречу, неожиданно улыбнулась улыбкой. Как это? Улыбнуться улыбкой. Что вы заметили? Вы заметили, что в этом предложении нет никаких определений, нет никаких прилагательных и аналогичных частей речи. Давайте их добавим. Вот что у нас получится. Вариант первый. Романтический. Очаровательная женщина, скользящей походкой, идущая навстречу, неожиданно улыбнулась обворожительной улыбкой. Вот еще пример. Беспокойный. Суетливая женщина, торопливо идущая навстречу, неожиданно улыбнулась скользкой улыбкой. Это упражнение можно продолжать бесконечно. Сами найдите книгу, она есть на сайте Litres. И прочитайте, там все это очень интересно. Итак, мы поняли, что у нас прилагательные – это очень важная часть речи. Вы также догадались, что изучение иностранного языка без прилагательных, скажем, затруднительно. Поэтому в Сороке прилагательные появляются очень быстро. Уже в уроке 7 мы изучаем цвета, а потом, чуть позже, в 9 уроке, мы изучаем размеры. Большой, маленький, короткий, длинный. Это первое. Второе. Мы изучаем существительные, и мы сразу изучаем категорию рода. В Сороке она начинается практически сразу. Мы начинаем различать мужской род, женский, средний. Ну и что? Мы сразу начинаем согласовывать. Буквально вот как только изучили цвета. Я объясняю ученикам, что на самом деле все очень легко. На самом деле вы смотрите на последние буквы. Яблоко. Вы смотрите на последнюю букву О, и зеленое вы смотрите на последние 2 буквы ОЕ. А это, кстати, 2 буквы, которые и принадлежат среднему роду. Здесь вообще все очень просто. Машина, красная, опять же, АЯ, окончание. Ну и синий мяч – это вот для мужского рода. И у учеников это очень легко складывается в голове в картинку. Дальше. Это я говорила про письмо. Про устную речь там тоже все просто, потому что слова «красная машина» и «красное яблоко» для тех, кто изучает русский язык, вообще звучат одинаково. Они совершенно не слышат разницу. Красная машина, красное яблоко. Ну вот для них это все одинаково. Это для вас, для носителей языка, которые знают, что там разные окончания, что исторически там разные звуки. Это для вас разное. Но поверьте мне, для тех, кто начинает изучать русский язык и никогда с этим не сталкивался раньше, звучит одинаково. Красное яблоко и красная машина. Следующее, что я хочу принять во внимание, что в Сороке мы правила не изучаем. Я вам говорила об этом, что мы их выводим иногда, если нам очень хочется. Но, как правило, мы правила не изучаем. Посмотрите мои видео предыдущие, посмотрите то, о чем я писала в блоге. Порядок упражнений в Сороке, порядок падежей в Сороке следующий. Мы сначала изучаем несколько слов в винительном падеже, а потом принимаемся за предложный. И когда мы принимаемся за предложный, мы уже изучили цвета. Цвета лучше изучать на предметах одежды. Можно, конечно, изучать карандаши, машины, но там все одного рода. Карандаш красный, зеленый, желтый. А машина красная, зеленая, желтая – это все одного рода. А все-таки предметы одежды там разные род, множественное число, единственное число. Поэтому цвета лучше изучать на предметах одежды и согласования. Ну и понятно, что мы изучили цвета, мы изучили предметы одежды, но не бросать же все это. Ну надо же это как-то дальше использовать. Поэтому мы плавно переходим в предложный падеж прилагательных. Все очень логично, все очень понятно. Меня спрашивают, почему так, почему вот этого нет у других. Ну, во-первых, давайте я вам скажу так, что вот такой подход, такой вопрос возникает, когда стараются дать правила.
а потом подогнать под нее сороку, под это правило. Это совершенно другой принцип, это совершенно другой учебник. Это не работает с сорокой. Второе. Я вообще не отвечаю то, что написано у других. И если у вас возникли вопросы, почему у них предложенный падеж прилагательных находится там где-то в другом месте, вы спросите у авторов тех учебников, где вот вы видите предложенный падеж прилагательных вообще в самом конце. Они милейшие люди, они охотно пойдут на контакт с вами, они вам ответят, и вы узнаете у них, что там происходит. Я объяснила вам свою логику, почему у меня в сороке 1 начинаются прилагательные в предложенном падеже. И вот, надеюсь, вы все поняли. Итог. Учим словосочетания. Правила можно выводить, если у вас есть такая возможность и есть такое желание с учениками. Все отрабатываем устно, то есть дрилем. Просто некоторым это слово не нравится. Ну и посмотрите мое видео про правила. Всего вам хорошего.